Россия готовится к новому наступлению уже этим летом. Как ответит Украина? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Минобороны РФ не сообщает о реальной обстановке в Курской и Белгородской областях. РДК тем временем берет в плен российских военных и вызывает на встречу губернатора Гладкова. Бойцы РДК продолжают выполнять свои боевые задачи на территории Курской и Белгородской областей. В Италии опасаются начала Третьей мировой. Тем временем Шольц, Макрон и Туск отправляют сигнал Путину. В Украине на карту поставлено наше будущее и безопасность Европы. Путин голосует за Путина. В России второй день так называемых выборов. Кремлевский диктатор побоялся отправиться на избирательные участки, где тем временем горит и пылает. Дорогие зрители, для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Как минимум 25 российских военных попали в плен во время рейда РДК и Сибирского батальона на территории Курской и Белгородской областей. В РДК опровергают информацию российского Минобороны, в котором уверяли, что противник обезглавлен, потерял большое количество личного состава и техники. В русском добровольческом корпусе решили показать и пленных, и пригласить губернатора Белгородской области Гладкова на встречу. Как ты считаешь, населенный пункт Козинка под контролем Российской Федерации? В данный момент я сейчас не знаю, как она там, под контролем либо не под контролем. На момент взятия в плен? На момент взятия в плен, получается, она была не 100% взята под контроль. Видите, Алексей человек упрямый, но даже он признает, что Министерство обороны Российской Федерации не совсем правильно доносит информацию до масс. И, скорее всего, мягко говоря, пользуясь случаем, хочу обратиться к господину Гладкову. Господин Гладков, снова мы с вами практически бок о бок находимся на подшефной вам территории Белгородской области. В прошлый раз вы так и не нашли в себе мужества, чтобы прийти и забрать пленных. Возможно, в этот раз вы сможете собрать свою волю в кулак, соберете храбрость и придете все-таки, наконец, со мной пообщаться. Сам же Гладков на момент записи выпуска никак не отреагировал на заявление РДК, то есть не согласился и не отверг их призывов, лишь сообщал, что в области и городе работало ПВО. Несмотря на это, есть прилеты в нескольких населенных пунктах. Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбито 8 реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир» на подлете к городу. По разрушениям в городе Белгороде в 7 многоквартирных домах выбиты окна, повреждены остекления на балконах и лоджиях. Также незначительно пострадали разбитые стекла 2 социальных объекта и 2 хозяйствующих объекта. По предварительным данным, повреждено 15 автомобилей. Российские нефтеперерабатывающие заводы продолжают принимать удары. На этот раз горело в Самарской области. Некоторые объекты, в частности Сызранского завода, не пережили встречи с БПЛА. Также дроны были нацелены на Новокуйбышевский НПЗ в той же области. И кроме того, долетели беспилотники и до Липецкой нефтеперерабатывающей станции «Становая». Стоит обратить внимание на расстояние, которое преодолели эти БПЛА. Это фактически 1000 километров. Информация, которую мы получаем по поводу того, что затронуто 11% мощностей российской нефтепереработки, это же по совокупной мощности заводов. Но они так не работали. Они уже работали там в прошлом году минус 30, минус 40% своей мощности. То есть можно совершенно спокойно говорить о том, что цифры явно в несколько раз занижены. То есть вы помните, как в прошлом году у нас уже летом, когда там рассказывали о том, что люди с югов возвращаются, про то, что посевная кампания идет и так далее, уже Россия останавливала свой экспорт нефтепродуктов. Но что же она будет делать сейчас, когда тоже наступает весна, тоже нужно поля засеивать, но при этом же нужно каким-то образом брать и наливать танки дизелем, бензином. Вот. Я думаю, что это будет огромная проблема. В
Киеве тем временем заявили, что определили новые уязвимые места России. Зеленский говорит, что чем больше Москва будет терять, то тем ближе будет справедливое завершение войны. Это была цитата. Не так оптимистичны прогнозы относительно завершения войны в Американском институте изучения этой войны. По мнению аналитиков, российские оккупанты будут пытаться сохранить свои темпы наступления по всей линии фронта, чтобы не дать возможности ВСУ стабилизировать оборонительные линии. Относительные успехи России этой весной, даже тактические, могут создать условия для того, чтобы войска армии РФ добились значительных результатов уже летом. Украинские войска смогут предотвратить любое значительное продвижение России, если в ближайшие месяцы Украина получит западную помощь. Кремль уничтожает своих же иностранных наемников, отправляя их на линию фронта как пушечное мясо. Счастливчикам удалось попасть в украинский плен. В Киеве показали представителей стран Африки, Латинской Америки, Непала и Кубы, которые сейчас находятся в статусе пленных и содержатся в Украине. Многие из них рассказывают одну и ту же историю. Ехали в Россию на заработки и не должны были попасть на фронт и держать в руках оружие. По факту были обмануты, брошены в окопы и отправлены на мясные штурмы. Я приехал в Россию за мечтой. Я хотел улучшить жизнь своей семьи. Я хотел получить нормальную работу. Мне сказали, что благодаря армии я смогу быстро исполнить свою мечту. Что я смогу перевести семью в Россию, заработать хорошие деньги. Я не знал, что я окажусь на передовой. Тем более без знания языка, вы же знаете, что язык – это большая проблема. Если я бы знал язык, я бы, наверное, не оказался на фронте. Россия не хочет включать в списки на обмен этих граждан, потому что они ей не нужны, говорят в Украине. Кроме того, в этом месяце, я напомню, в Индии разоблачили целую сеть торговли людьми, в рамках которой им предлагали отправиться в Россию работать так называемыми помощниками в армии. Согласно информации Центрального бюро расследований Индии, по этой схеме в Россию было отправлено как минимум 35 граждан этой страны. Уже через 2 года Россия, вероятно, попытается напасть на одну из стран НАТО. Такого сценария не стоит исключать, считает немецкая разведка, которую цитирует издание Business Insider. Согласно анализу спецслужб Германии, Россия готовится к масштабному конфликту с Западом, на что указывает реорганизация российской армии, передвижение войск и размещение ракет на западе страны, а также наращивание российского производства вооружений. Авторы публикации также акцентируют внимание на том, что в штаб-квартире Альянса тоже обеспокоены темпами российского ВПК. Но, тем не менее, в ближайшей перспективе Россия вряд ли сможет на кого-либо напасть, потому что много потеряла в Украине. И на восстановление сил уйдет не 2 года, а до 8 лет. Тем временем министр иностранных дел Италии считает, что Третья мировая война может начаться, если войска Запада будут отправлены в Украину. Так Таяни прокомментировал заявление Эммануэля Макрона. Я не думаю, что НАТО следует входить в Украину, и я надеюсь, что этого не произойдет. Вступить в войну с Россией значит создавать риск Третьей мировой войны. Запад не воюет с Россией, а лишь помогает Украине. Так описывает нынешнее положение дел немецкий канцлер Олаф Шольц. Мы будем использовать доходы от замороженных в Европе российских активов, чтобы финансово поддержать закупку оружия для Украины. Москве направлен кристально чистый сигнал. Президент России должен знать, что наша поддержка Украины не ослабеет. Мы на стороне Украины. А еще Шольц, Макрон и Туск после встречи в рамках Веймарского треугольника пообещали создать новую коалицию дальнобойной артиллерии для Киева. Кроме того, уверяют, что любые разговоры о каких-либо разногласиях между партнерами Украины некорректны. В Украине на карту поставлено наше будущее и безопасность Европы. Мы солидарны с народом Украины и помогаем стране, территориальная целостность которой находится под угрозой. Мы делаем все, чтобы защитить международное право. В России сегодня 2-й день, а скорее акт в спектакле под названием «Выборы». Организовано это мероприятие в том числе и на временно оккупированных территориях Украины. По этому поводу накануне в Совбезе ООН провели срочное заседание, где осудили так называемые выборы.
Фиктивный избирательный процесс на временно оккупированных территориях Украины сопровождается запугиванием и принуждением местного населения. Российские оккупанты разработали множество средств для достижения этой цели. Это и угрозы жизни, незаконное содержание под стражей, отказ в медобслуживании и социальных услугах, угрозы депортации и лишения имущества. Мы не должны забывать, что эти действия происходят под дулом автомата. В ООН назвали так называемые выборы президента РФ на временно оккупированных территориях оскорблением принципов Устава ООН. В то же время представитель России Нини Бензя, а его заместитель, сделал вид, что именно он оскорблен всеми заявлениями. Кроме того, украинские территории, как и Путин, он назвал российскими и пообещал всей России невероятное будущее. Все мы, граждане Великой России, будем делать ее краше и богаче. Я призываю всех моих сограждан в остающиеся 2 дня прийти на избирательные участки и сделать свой свободный выбор. И пусть при мысли об этом перекашиваются в бессильной злобе лица наших недругов и завистников. С таким выражением лица накануне на выборах Путина проголосовал сам Путин за Путина. Сделал это дистанционно. Видимо, побоялся прийти на участки, где в эти дни люди поджигают кабинки для голосования, метают коктейли Молотова, а еще обливают зеленкой и прочей красящей жидкостью. Все идет по плану. Россия становится краше. В Мексике тем временем свои проблемы. 45% взрослого населения страдает от бессонницы. Такие данные приводит Национальный автономный университет Мексики. Обратить внимание на проблему решили несколько сотен жителей столицы. Они улеглись на одной из площадей Мехико и после медитации уснули. Я думаю, это интересно. Это революционный акт. Мы должны требовать от компаний нашего права на перерывы. Особенно от тех компаний, которые требуют работать 24 часа в сутки и не дают даже возможности отдохнуть. Мы должны бороться за свои права. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.